На борту рейса из Нью-Йорка во Флориду царила атмосфера легкого ожидания. Пассажиры рассаживались по местам, и среди них был офицер Джереми, уставший после долгого рабочего дня. Когда он подошел к своему месту, его охватило недоумение. Оно было занято другим пассажиром. Джереми, привыкший к порядку и дисциплине, почувствовал, как внутри него нарастает раздражение. Стюардесса Кэтрин, заметив его замешательство, подошла с улыбкой, которая быстро исчезла, когда она осознала, что ситуация требует вмешательства. «Извините, сэр, но все места в эконом-классе забронированы», произнесла она, не вдаваясь в объяснение. Джереми, не желая мириться с этим, потребовал решения проблемы. «Я не могу просто так покинуть свое место. Это недопустимо», — сказал он, стараясь сохранить спокойствие. Кэтрин, однако, была непреклонна. «Если вы не согласны с моим решением, я могу предложить вам покинуть самолет», произнесла она с нотками усталости в голосе. Джереми, вспомнив о предрассудках, с которыми он сталкивался в своей жизни, решил, что не будет поддаваться эмоциям. Он попытался найти компромисс. «Может быть, вы могли бы повысить меня в классе?» «Все места забронированы», — повторила она, и на этот раз в ее голосе звучала уверенность. Кэтрин объяснила, что она действует по протоколу, и предложила ему следовать за ней в зону экипажа для обсуждения ситуации. Джереми, не имея другого выбора, согласился. В уединении Кэтрин вдруг проявила презрение. «Зачем вам это нужно? Вы же просто офицер», — произнесла она, и это задело Джереми. Он был шокирован ее поведением, но понимал, что нужно сохранять достоинство. Однако, когда она потребовала, чтобы он покинул самолет, он почувствовал, что его терпение на исходе. Его уход вызвал бурю среди пассажиров. Некоторые начали обсуждать, как такое поведение стюардессы недопустимо, и вскоре это переросло в дискуссию о морали. Молодая женщина, сидевшая в ряду впереди, встала и заявила, что Кэтрин проявила расистское поведение. Пассажиры зашумели, и Кэтрин, пытаясь успокоить их, поняла, что ситуация вышла из-под контроля. Она начала сожалеть о своем поведении, но не из-за угрызений совести, а из-за возможных последствий для своей работы. После приземления во Флориде Кэтрин вызвали на дисциплинарное разбирательство. Она пыталась оправдаться, но ключевое свидетельство застало ее врасплох. Джереми оказался важным свидетелем и членом коллегии присяжных. Когда она увидела его, осознание пришло как удар молнии. Офицер Джереми был высокопоставленным чиновником в отделе безопасности авиакомпании, и ее действия помешали выполнению его миссии. Кэтрин поняла, насколько серьезными могут быть последствия для ее карьеры. В ходе разбирательства она призналась, что питала предубеждения против него из-за негативного опыта с чернокожим полицейским в прошлом. Офицер Джереми, хотя и не был полностью убежден в ее искренности, проявил сочувствие к ее переживаниям. Он объяснил ей важность профессионализма и уважения к людям разных рас, независимо от личных предрассудков. Кэтрин, осознав все последствия своих действий, была отстранена от работы. Это стало для нее уроком на всю жизнь, важность уважения к каждому человеку, независимо от его статуса или цвета кожи. Джереми, покидая зал заседаний, понимал, что борьба с предвзятостью – это не только его личная задача, но и общая ответственность каждого. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.